Ребята, всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Каждый день в социальных сетях появляются миллионы новых постов. Большинство из них теряется в новостной ленте. Даже полезный и интересный пост читатели могут пропустить, если он написан неправильно и сложен для восприятия. Сегодня мы поговорим о том, как создавать посты, которые будут читать и репостить. Материал будет полезен всем, кто пишет в соцсетях, блогерам, SEO-специалистам и владельцам сообществ. Первое правило – захватите внимание. На пользователей соцсетей ежедневно вываливается огромный объем информации, переварить который полностью не под силу ни одному человеку. Люди бегло просматривают ленту, задерживаясь только на самом интересном. Как писать посты для социальных сетей, чтобы читатель не прошел мимо? Привлеките внимание с помощью подходящей картинки или фотографии. Добавьте прямо на фото текст с цепляющим заголовком или основной мыслью, и изображение станет заметнее. Используйте специальные конструкторы заголовков. Избегайте фотографий с избитым сюжетом и моделями, застывшими в улыбках. Это все уже давно приелось читателям, и вряд ли такие фотографии привлекут их внимание. Второе правило – выберите правильный стиль изложения. Разные сообщения требуют разного языка. Стоит ли писать «уважаемые господа» и обращаться на «ты» с незнакомой аудиторией? С этим обычно не бывает проблем, но проверить на всякий случай стоит. Третье – минимальное количество слов. Пользователи не любят читать. Идеальный вариант для постов – такое количество слов, чтобы их прочтение не занимало более 5 минут. По результатам экспериментов длинные статьи не дочитывают до конца. Лонгриды подходят для блогов, люди посещают их с целью почитать, а вот в социальных сетях все наоборот. Учимся делать коротко и информативно. Четвертое, пишите отдельные посты для разной целевой аудитории. Даже если вашим товаром или услугой могут пользоваться и молодые парни, и пожилые женщины, подход к ним нужен разный. Если вы подготовите один пост для всех, пользы от него будет мало. Лучше написать эффективный рекламный текст для каждого сегмента целевой аудитории и настроить таргетированную рекламу, тогда отклик на нее будет лучше. А как правильно писать рекламные тексты, посмотрите мое отдельное видео, ссылка оставлю в описании. Пятое правило – правда и только правда. Важно в ситуации оставаться честным перед подписчиками. Если группа продающая, ваши посты направлены на описание товаров, то пишите честно. Бывают такие ситуации, когда в описании читаем одно, а в итоге получаем совсем другое. Вы должны понимать, чем это может закончиться. Обманутый пользователь распространит это по социальной сети, и лучше повторить преимущество, чем написать лживую информацию. Шестое правило – стимулируйте читателей делиться мнением. Разместите в конце поста спорное осуждение или вопрос, чтобы люди захотели высказаться. Этим вы убьете сразу двух зайцев. Повысится вовлеченность аудитории, пост увидит больше пользователей, у которых настроена умная лента, ведь алгоритмы выдачи новостей отдают приоритет там с комментариями. Седьмое правило – проверьте орфографию и пунктуацию. Люди не любят читать посты с ошибками. Они режут глаз и отвлекают. Используйте проверку орфографии или любой сервис вроде орфограммки. Восьмое правило – простота общения. Распространенной ошибкой в социальных сетях является тот факт, когда автор написанного не может нормально отреагировать на критику. В комментариях начинает доказывать свою правоту. Даже если это и так, то вы должны уважать подписчиков и общаться с ними на дружеской волне. Девятое правило – постите в нужное время. В условиях информационного шума сети переходят на умные ленты. Они показывают вам в первую очередь не новые, а интересные посты на основе того, что вы больше всего лайкали и репостили до этого. Такие нововведения во многом обусловлены и бизнес-моделью площадок. Они вынуждают неинтересные бренды платить за то, чтобы их увидело больше народу. Поэтому, если раньше в первую очередь было важно высчитать правильное время публикации, то сейчас главное обеспечить хорошее количество лайков в первый час, чтобы социальные сети приняли контент за интересный и показали его наибольшему количеству пользователей. Однако время все равно продолжает влиять на формирование ленты новостей. Просто в меньшей степени, и тут важно выработать грамотную стратегию. Например, вы можете публиковать свой пост в час пик, когда онлайн находится максимальное количество людей, но при этом вы столкнетесь с высокой конкуренцией за внимание. Или же можете выбрать мертвое время, то есть глубокая ночь, выходные, и донести свое сообщение до небольшой группы. Тут главное исходить из своей сферы, кто ваша целевая аудитория,
Дети, студенты, наемные сотрудники, топ-менеджеры. Все они по-разному ведут себя в социальных сетях и в разное время бывают онлайн. Такой партизанский инструмент, как контент-навигатор, составит наиболее оптимальное расписание и распишет, в какие именно часы вам будет проще охватить читателей. Да и вообще постить контент в правильные пропорции просто необходимо, и эта пропорция зависит от целевой аудитории. Увеличить число подписчиков, донести до них определенных имидж и даже начать продавать. Контент-навигатор также поможет разбить контент на типы: продающий, вовлекающий или просто развлекательный. Правильная контент-стратегия – это залог успеха и один из самых важных пунктов при работе с социальными сетями. И 10-е правило – пользуйтесь хэштегами. Хэштеги при написании постов для социальных сетей повысят узнаваемость бренда и помогут увеличить охват аудитории. В большинстве случаев будет достаточно 2-3 хэштегов в одной публикации. Можно разместить и больше, но не увлекайтесь, полотно хэштегов будет отвлекать внимание читателя. Также нужно учитывать, что, например, в Фейсбуке хэштегами пользуются редко, а в Инстаграме без них никуда. Используя эти советы по написанию текстов для социальных сетей, вы сможете получить больше отдачи от рекламы, подружиться с потенциальными клиентами и превратить свое сообщество в актив, приносящий прибыль. А как думаете вы? Пишите мне в комментариях. У меня на этом все. Спасибо за ваше внимание. Скоро увидимся. Пока-пока.